Прошу, перестаньте хейтить моджингов. Многие игроки, скорее всего, не будут с этими словами согласны, ведь они уже привыкли, что моджинги — это плохая компания, которая делает плохие обновления, а точнее дропы. Но у всего этого мнения есть большое но, как и всегда. Они делают неплохие обновления. Сейчас все объясню, чтобы у вас не было каких-то лишних вопросов. Несколько месяцев назад я выпустил видео, где разобрал почти каждый дроп на тот момент. И знаете, когда я разбирал, я понял, что ни один из дропов не был плохим. Давайте, к примеру, возьмем рандомный дроп. В этом обновлении добавили много чего, допустим, нашего любимого медного голема, который когда-то проиграл в голосовании. Конечно, его механику изменили, но моб по-прежнему остается крутым. Также в этом дропе мы увидели медные инструменты и оружие, медная конская броня, медные сундуки, медные факелы, медные фонари и полка, к сожалению, не медная. Основная претензия к этому дропу — это введение нового типа брони, а именно медный. Согласен, с одной стороны это неправильно добавлять то, что ты обещал когда-то не добавлять, но с другой стороны, разработчики этим обновлением смогли добавить пользу меди. Ведь если вспоминать, какая механика была раньше, то по факту медь была бесполезной, ведь мы могли только делать громоотвод и подзорную трубу, ну и чуть-чуть блоков. В остальном же дроп добавляет очень много новых механик, которые идут на пользу Майнкрафту. Считаете, с дропом повезло? Ну тогда давайте в последний раз покрутим колесо. Многие зрители, наверное, скажут, это не дроп, с этим я согласен, но не упомянуть это обновление, раз оно выпало, не могу. Ведь оно изменило графику Майнкрафта навсегда, пока оно вышло только на бедроке и не обязателен, его можно отключить в настройках. А по недавним слухам, повышение системных требований впервые за 12 лет возможно связано с добавлением этих шейдеров на Java. Я, честно, не знаю, хотите верьте, хотите нет. Поначалу, честно, мне они не очень понравились, ведь Майнкрафт лагал очень сильно, но теперь они стали работать нормально на моем ноутбуке. Да и согласитесь, это лучше, чем прошлые официальные шейдеры. Я, конечно, сказал, что в последний раз кручу колесо фортуны, но чтобы все было по-честному, давайте покрутим еще раз. Хоть это дроп маленький, но не бесполезный, поэтому сейчас разберем. Если вы забыли, напомню, в нем добавили мешочек, режим хардкора для бедрока, новые шаблоны для баннеров, улучшения для вагонеток и мелкие правки. Я бы не стал говорить, что это бесполезный дроп, да, он маленький, но хорошие вещи в нем тоже есть. Понимаете, многие полезные вещи, которые добавили в дропах, нужны были майну, а засовывать их в большое крупное обновление не стоит. Ведь обычно в одном обновлении добавляют вещи схожие по тематике, но дропы — это относительно неплохой выбор. Конечно, я знаю о новой новости, что переход дропов был скорее всего из-за того, что у моджингов просто не было денег. Но будем честны, люди стали хейтить моджингов не потому, что им не нравятся дропы, многие дропы были очень прикольными. Допустим, дроп под названием «Нашествие крошек» буквально обновил текстуры маленьких животных, которые уже давно нужно было обновить. Ну или же многие люди просили о добавлении старых мобов из прошлых голосований, и что мы получаем? Правильно, медного голема. Проблема заключается в том, что многие люди говорят не свое мнение, а мнение, которое они когда-то уже слышали. Этими словами я намекаю на блогеров, которые критиковали каждый дроп, даже если он был неплохим. Несколько недель назад мне на ютубе попалось вот это видео, советую вам его посмотреть. И дело не в том, что мне заплатили или попросили прорекламировать его, тут дело в другом. Этот автор правильно говорит, что многие ютуберы хейтили разработчиков, именно поэтому многие люди стали считать, что каждый дроп от моджингов просто плохой. И это грустно осознавать, что разработчики стараются, у них даже по новым новостям денег не было, а каждый ютубер просто брал и хейтил их. Проблема заключается в том, что это происходило достаточно много времени, из-за чего слишком много игроков стало просто мыслить такими стереотипами. Кстати, я об этом должен сказать, потому что, это будет неправильно. Эти же люди, которые ненавидят каждый новый дроп, хоронят Майнкрафт уже какой год. А это тоже неправильно, потому что некоторые зрители начинают верить в это, и все становится намного хуже. Слава богу, если вы сейчас на ютубе напишите обзор нового дропа, вам будут попадать
попадаться положительные обзоры, ну или по крайней мере нейтральные. Этим роликом я хотел показать, что слишком много людей ругают Майнкрафт, хотя дропы по факту добавляют положительный и хороший контент. Не спорю, иногда у них получается, полная фигня, и контента мало, и само нововведение достаточно плохое и больше похоже на мод. Но это не часто. По новым новостям, теперь Xbox будет больше денег тратить на Майнкрафт, ведь это один из главных их продуктов дохода. Возможно, мы скоро увидим полноценные, очень большие обновления, даже, возможно, это обновление, хотя это всего лишь мечты. Моджинги часто делали хорошие дропы, но всегда найдутся те, кто будут недовольными, поэтому в следующий раз задумайся, а точно ли стоит хейтить этот дроп.